Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Так, что мы сегодня будем делать? На самом деле не знаю, что мы будем сегодня делать. Мы будем плыть по течению, соответственно, мы будем сегодня водой, будем принимать абсолютно любую форму. В общем, будем прям творить контент. На самом деле хочется мне горного вождя реализовать. Есть еще, конечно, импресска, можно попробовать через 6 зверей ее реализовать, что тоже будет, кстати, очень круто. Мне бы, конечно, хотелось записать новых мехов в текущем патче, но что-то мне как-то с мехами вообще не везет. Поэтому, если мне, в принципе, мехи будут хорошо идти, то я, наверное, катану и на мехах. Ну, мы, соответственно, это посмотрим. Мне еще хочется попробовать все-таки взять хотя бы 11-12 уровень. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, полегче! Блин, ну хорошо пришло. Я на самом деле не хочу с выбором предметов спешить. Я, кстати, на старте, возможно, возьму сейчас тролля-шамана. Шапка, потому что есть. И, в принципе, на шаманах можно будет катнуть. Ну, короче, возьмем шапку, пусть будет. Явно предмет лишним не будет. Да, на начальных этапах это, конечно, такое себе его брать, потому что он бесполезный, по сути, и никакого импакта не дает тебе на первых раундах. Но, чтоб потом не париться с поиском этих шапок, если вдруг я захочу на шаманах покатать, я лучше возьму, потому что, ну, я думаю, тут и так всем понятно, почему. На самом деле, удивительно то, что мне 2 гоблина-убийцы пришло. 2 гоблина-охотника, простите, ошибся. Клевер. Опа. Блин, ну смотрите. Мне хочется еще контент с пандами записать. То есть, чтобы был лютый какой-то пандапад. Если, в принципе, здесь будет панда и панды будут сыпаться ничего себе, то, в принципе, почему бы и нет. Я буду только за. Обеими руками. Так, ребят, хочу напомнить. Ваш лайк и комментарий для меня очень важен, потому что 440 подписчиков сами себе не наберут, а без вашего комментария и лайка у меня не получится это сделать. Поэтому, ребят, от вас максимальный... Ух ты. Ух ты. От вас максимальная поддержка. Вот. Вот. Ну и, соответственно, кто не подписан, то подпишитесь. И на мой телеграм-канал тоже подпишитесь. Не знаю, я хочу взять клевер, если честно. Типа, у меня есть сейчас сомнения, брать, не брать этот клевер. Ну, я возьму, пусть будет. Мало ли мне сейчас в течение нескольких раундов придет панда, и я буду просто кайфовать от жизни. Мне бы еще, конечно, хотелось выйти сейчас в 20 монет, но... Мне придется половину стола продать. И этого, если честно, делать особо не хочу. Потому что фигурки такие приятные у меня. Это, конечно, не Тинкер в 2 звезды, но тоже пойдет. Так, ребятки. Чтобы не пропустить, соответственно, когда я там пишу, когда у меня стримы, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Вот такой вот, знаете... Как это правильно сказать? Вот такой вот... Блин, да как это правильно сказать-то? Вот такой вот байт. Давай уже гоблина-убийцу мне 2 звезды. Ну ладно, гоблина-охотник. О! О! Видите? 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 Не зря я взял его. Не зря я взял... А что такое? Не зря я взял клевер. Не зря. Как там говорится? Гуляй, рука, балдей. Ну, вы поняли дальше. Блин, на самом деле я подспешил то, что Клокверка продал. Ну ладно. Так, ребят, держим сейчас кулачки за то, что мне придет нефритовый генерал. И держим кулачки за то, что мне придут ранние шаманы. На самом деле сейчас шаманы это мета. Мета, потому что их намного легче собирать. В глобальном, скажем так, не в глобальном, а... Короче, сейчас шаманы намного сильнее бафнуты, чем когда-либо. Поэтому на шаманах сейчас прям очень комфортно играть, из-за того, что ты их рано можешь собрать. Можешь каждому шапку напихать и, соответственно, более дорогие фигуры получить. Ну, прям на шаманах кайфово играть. И они от тебя многого не требуют. Вот. А еще у меня глаз зачухался почему-то. Потому что вот ты играешь на шаманах себе, да, сидишь, кайфуешь, там ничего не делаешь, а там дальше зависит от того, какие фигуры у тебя попадутся. Единственное, самый главный момент, это то, что тебе нужно определиться будет с предметами изначально. Почему это говорю? Потому что можно сделать так, чтобы твои шаманы давали прокаст. Там станы, сайленсы, хиксы и тому подобное. Но для этого нужна вам импресска и желательно 2 пары раконцов. Тогда у вас ваши шаманы получат сразу 80 маны со старта, естественно, в каком-то определенном радиусе. И когда они получат 80 маны со старта, то извини меня.
они сразу прокастуют все свои способности, потому что особенность шаманов заключается в том, что ты заранее... то есть им не надо до конца ману регенить. То есть там, по-моему, 20%, если маны тебе не хватает, они все равно используют свою способность. Это особенность шаманов. И на самом деле это прикольно. Опа, яичко. Яичко. Так, ставим Дарксира, он же Темный Лорд. Давненько, кстати, я не играл через Дарксира. Хотя, я думаю, мало кому это будет интересно. Ну, давайте, если что-то в комменты напишите. Насколько было бы интересно вам посмотреть реализацию Темного Лорда вот по максимуму, знаете. Лорд Волан-де-Морт. Блин, ладно. Что-то меня сейчас понесет. Кстати, кто уже там Гарри Поттера пересматривает, а? Мы начали потихонечку уже пересматривать Гарри Поттера. Пока что только первый фильм. В дальнейшем надо будет пересмотреть еще больше. Не, на самом деле, легендарный фильм. Прикольный. Мне нравится. Может, кому-то не нравится, но я думаю, таких единицы. Сама атмосфера именно прикольная в Гарри Поттере. Аж захотелось в игру поиграть. Хогвартс Легаси. После просмотра фильма. Блин, можно выйти, в принципе, в 40 монет. Что я сделаю сейчас? Яйцо пока что тратить не буду. Я яйцо потрачу на нужную мне фигуру. Итак, что мы будем делать дальше? На самом деле, вот реально, пока что я вот покупаю шамана в себе. Ну, реально, может быть, на шаманах сыграю. Особенно, если мне придет нефритовый генерал. А если здесь будет дизраптор, то, соответственно, дизраптора соберу. Вместо... Вообще, можно будет 6 шаманов сделать, если мне упадет нефритовый генерал. Короче, ребят, я дико извиняюсь. У меня что-то какие-то сегодня сумбурные мысли. Я как-то путаюсь в повествовании своей мысли. И меня это немножко сейчас раздражает. Я надеюсь, это как бы не сильно повлияет на качество контента сейчас. Потому что, ну, меня на самом деле это раздражает. Возможно, я просто параноик, и мне кажется, что... Ну, в кого ты кастанул свои способности, чертов ты огр? Падла! Вместо того, чтобы в Баунти Хантера кастнуть свою способность, он берет, кастует в Темного Лорда, который уже закастовал свою способность. Ну, гений! Непризнанный гений! Фош, взбесил меня. Марса покупаю, потому что если Марса заберу... Хотя ладно, хрен с ним, с этим Марсом. Переобулся за секунду. Только хотел сказать причину своего выбора, а потом такой, да ну его в баню. Поставлю сейчас 3 охотников. Я иногда, знаете, местами забываю о том, что БХ это теперь охотник. Вот тут для меня он гоблин-убийца и все, хоть ты тресни. Но он охотник, как-никак. Поэтому синергию охотников можно поставить. В принципе, неплохо. Кстати, ВР-ка, которая стоит 2 монеты, меня удивила. Она меня удивила тем, что вот я, если честно, этого как-то не замечал, но теперь ВР-ка только накидывает свой стан. Не кастует еще свою способность, чтобы нанести урон. И меня это, если честно, люто раздражает. Зачем они такой нерв прописали в ВР-ке? В чем прикол был? Я этого не понял. Кстати, что-то у меня пока что хорошо получается стартовать. Фу-фу-фу. Сейчас, прикиньте, мне панда принесет вертолет. Ага. Вертолет она не принесет. Конечно. Единственное, что она мне может принести, это болт на 28, а не вертолет. Ну, вертолеты только в моей голове будут. Не, ну старт у меня более-менее хороший. Если так вот посмотреть, то в действительности старт более-менее хороший. Сейчас вот так вот сделаю. Я надеюсь, что Огр в 2 звезды ко мне придет. Мне бы хотелось. Реликвии тут тоже классные. Тут есть и аптечка священника, которую можно будет пообузить, чтобы максимально быстро выйти в 10 уровень. Но сейчас посмотрим, что мне упадет, и будем от этого отталкиваться и уже строить свою игру. Вот на самом деле, насколько же важно, чтобы тебе упала нужная реликвия на 10 раунде. Потому что если тебе нужная реликвия на 10 раунде не упадет, то все, пиши пропало, ты отлетаешь. Слишком много ты потеряешь, и ты просто ничего больше не сделаешь. Вот, все. Кстати, еще один клевер упал сюда. О, о, о! Что может быть лучше?
Что может быть лучше? Не, ну может быть, конечно, лучше, но все равно мне пришло 2 шамана, мне пришел еще и хитрец. Если бы это, конечно, был нефритовый генерал, я бы там вообще описался бы от счастья. Но спасибо и на этом. У меня сейчас, по-моему, будет шикарнейший старт. Я сейчас, если что, продал бы хаб, поставил ЦМ-ку, потому что это мана-реген, все-таки раз в 2 секунды отрегенить хотя бы 12 мана, это то, что доктор прописал. А для моих шаманов, которые кастуют свои способности, им это важно прокастить свои способности, это прям по кайфу. Ай-яй-яй, ну хотя бы морф появился, спасибо на этом, потому что упал вонючий гримтач, который мне как бы никуда. Ладно. Блин, я надеюсь, что так и дальше пойдет. Может, там пандапад устрою, а может, не устрою пандапад. Ну, посмотрим. Марсе мне вообще, ну, как бы не особо хочется продавать. Можно было бы, конечно, и баф людей себе поставить, но мне хочется сильный стол. Может, собаку купить все-таки? Ну, куплю собаку, пусть будет. Пивную панду продам, от нее мало толку. И вот тут у меня выбор реликвий стоит. Тут у меня упали 3 хорошие реликвии. Все 3 мне бы хотелось взять. Но. На автопокупку пока поставлю. Поставлю. Блин, а какую же реликвию взять? Просто у меня такой сейчас хороший старт. Можно, в принципе, потерпеть до определенного момента. И взять потом аптечку священника, чтобы вот максимально себя забустить по опыту. Либо же взять реликвию яиц, чтобы себе быстренько апнуть фигуры. А может и не брать. Баф людей, кстати, сюда. Но баф людей я поставить не могу. Почему? Потому что у меня стоит 2 панды. Я хочу эти 2 панды оставить пока что. То есть, если что, на 8 уровне поставлю себе баф людей небольшой. Пусть будет. Это, конечно, не котел с Линой, но, в принципе, тоже пойдет. На самом деле, я бы хотел, чтобы мне котел с Линой пришел. И... Хотя нет. Ну, просто котел с Линой и ЦМ-кой дадут мне немного бафа магов. Что, в принципе, неплохо, потому что если у меня появятся с шаманов какие-то магические герои, которые бьют именно магическим уроном со способности, то это будет прям приятный баф. Но! Слишком сложно. А ну. А где моя эта фраза пу-пу-пу или как она там? Я такую забустил фразу, пусть будет. Пак. Обновляй без остановки. Быстрые фразы использует молодой горячий. А пак хороший сейчас мне попался на самом-то деле. Дай мне, не дам. Хитрец еще пришел. Блин, жалко, что это не нефритовый генерал. Было бы круто. Ты смотрю. Это на каком языке? Я тебя смотрю. С 3-го раза получится. Давай, я в тебя верю. Блин, вот выбор реально. Либо реликвию яиц, либо сумку пандамена. Либо же все-таки, если мне кто-то собьет винстрик, то все-таки аптечку священника взять. Рандомить реликвию я особо не хочу. Тут я винстрик свой сохраняю. Значит, мне хорошие фигуры падут. Значит, ГГ. Сейчас, если на 15-м раунде у меня упадет еще и арканцы сверху, это будет бомба. Это будет круто. Кстати, цветочка. А вот цветочку мы возьмем. Цветочку мы возьмем, поставим, выйдем сейчас из экономики. Я это сделал целенаправленно. Почему? Потому что я сейчас хочу поставить цвету. Есть вероятность, что панды засумонят мне цвету, то есть импреску. Есть, конечно, вероятность, что и цвета засумонят, но я надеюсь, что мне импреска упадет. Была когда-то кадочка у меня на шамана, где мне панда принесла импреску. То есть я был там на 9 уровне или что-то тому подобное, не мог ее наролить, и по итогу мне панда такая с барского плеча: Санечек, держи импреску, кайфуй. Сейчас будем смотреть, что мне упадет. Пока что игра выглядит, ну, супер лайтовой. У меня винстрик, много хп, у меня шамана и снова пак. Вот на самом деле, пак на мобах хороший персонаж, потому что у него минимальная КД, у него миссы, когда он, соответственно, плюет своей вот этой вот способностью. Прям то, что доктор прописал.
Сейчас предмет первого тира, перчатку мы рольнем. О как. О как. Вот это я понимаю подгон. Сюда. Не, ну хитрец 2 звезды пусть будет. Хорошая боевая единица, которая, ну ничего себе наваливает. Это я поддерживаю. Это я... Блин, я хочу зарандомить, если честно. Все эти предметы мне не нужны. Понял. Перчатку тоже рольнем. Клевер. Ну, у меня есть уже. Ладно. Надо было брать клевер. Вдруг мне бы еще одна панда упала. Но я надеюсь на то, что мне упадет панда нефритовый генерал. Антимаг. Так, он тут. Значит, вот так вот надо сейчас сделать, потому что тот вражеский антимаг будет разваливать. Ну, раз я смотрю, примерно... Блин, ну приятно. Приятно то, что меня вспоминают, меня не забывают. Приятно попадаться с подписчиками и приятно слышать вот такие вот фразы. Только неприятно то, что он забросил меня смотреть. Кстати, проиграл винстрик, если что. Ну, блин, возьму аптечку, найду 2 жрецов и, соответственно, буду разменивать свой хп. Что делать еще? Разменивать хп так с пользой. Правильно? Сюда! Это нам надо. Блин, ну на самом деле как-то сейчас не хочется разменивать свое хп. У меня нету жрецов, чтобы вдруг чего восстановить себе хпшку. Кстати, тоже шаманов там собирают. Неприятно. Ладно, пока что пусть будет у меня такой стол. Буду выигрывать хорошо, буду экономить себе по хп, буду проигрывать, ну такой себе. На самом деле я совершил ошибку, надо было не брать аптечку. Хотя вдруг я сейчас и дальше раунды буду проигрывать. Хотя вряд ли. Кстати, я сейчас на банше посмотрел. Ребят, на моем втором канале я выложил игру с нежитью. Там, где я собрал нежить, причем еще какую. Я там собрал себе спектру в 2 звезды, и я собрал себе там некра в 3 звезды. Поэтому, кто не знает за мой второй канал, в комментариях будет закрепленное сообщение с ссылкой на мой второй канал. Поэтому рекомендую посмотреть эту каточку, потому что такую каточку повторить я вряд ли когда-либо смогу. Я пробовал, у меня, к сожалению, не получалось. Тут, кстати, у чувака шамана сильные. Кстати, вот ты ранг понизил, в прошлом месяце у тебя было больше. Так новый сезон же. Ну ладно, бывает, забыл. Бывает, забыл. Так, он меня отвлекает от мысли. Что-то хотел такое рассказать, и он меня по итогу отвлек от мысли. А, я говорю по поводу второго канала, по поводу нежити. Я пробовал записать нежить с комментариями. Я сыграл, ну, игр 10. И тупо не получилось. Зато не на комментарии, а вот просто так. Просто записью, да. На изичах. Вообще в легкую. Как это работает? Кто б его знал? Не хочу баф людей, если честно, ставить пока что. Я если найду 2 жрецов, то я поставлю себе слабее стол. И все. Цветку я уже, наверное, уберу. Лучше поставлю баф горна, чтобы вражеские противники агрились на этот горн. И у меня было время у шамана перевоплотиться. Соответственно, они там перевоплотятся, пока они там пытаются этот горн замесить. И я еще их сверху побью. Там, кстати, 6 богов собирают. Ладно. Хекс это, конечно, круто, но пусть у меня лучше хоть один шаман сразу перевоплощается. Надежнее будет. Кстати, вот 6 шаманов. Ой-ой-ой-ой-ой. Обезьяна в 3 звезды появилась. Конечно, с плохими предметами, но тем не менее, это обезьяна в 3 звезды. Палкой будет бить по лицу. Очень больно. Плюс деньги. Сюда. Ай-яй-яй. Ну ладно. Хотя бы меня только одна обезьяна вынесла. Пойдет. 4 опыта в копилочку положил. Кстати, у меня уже 9 уровень. Хорошо. Все, пока что поставлю баф людей. Сейчас надо расстановку немного поменять. Чтобы мои шаманы перевоплотились. Хотя, я думаю, у меня и так сильный стол. Я бы в любом случае забрал мобов. Но береженного бог бережет, знаете. Я уже как-то так понадеялся о том, что
Ну, меня мобы ж не вынесут, и меня по итогу мобы вынесли. А чё, кстати, метовые инсеки будут? Кстати, в комментариях меня просили записать инсеков через цвет. Без полного бафа инсеков. То есть инсеки второго уровня всего лишь. Поэтому, ребята, я попробую обязательно записать через цвет. Это те, которые мипо, те, которые прыгают. Прыгают на лицо, так скажем, присаживаются. Поэтому попробую записать. Кстати, возьмем Амору. Я хочу горного вождя попробовать собрать. А вдруг он у меня в 3 звезды соберется? Ну, это, конечно, миф, но вдруг, знаете, есть такая маленькая надежда, что все-таки он может собраться у меня в 3 звезды. Такая малюсенькая. Поэтому пусть будет. И лишним явно не будет. Правильно? Я думаю, правильно. Кстати, предмет рольнем. Шапку берем. Шапка-ушанка, чтобы уши не мерзли. Так. 6 богов. Ну, там очень странные 6 богов. Я даже не знаю, как он их будет в дальнейшем реализовывать. Стандартная Марси Керри через эльфов. Вопросов не имею. Ну и шаманы там. Не, реально, если я горного вождя в 3 звезды соберу, я полностью всех шаманов разберу и буду играть через горного вождя. Самое главное, чтобы этот горный вождь у меня растился. Потому что если сейчас раститься не будет, то это будет печально. Я его тогда оставлю в 2 звезды и просто ставлю на скамейке. Ой, на скамейке. На стол поставлю, чтобы он у меня контроль накидал. Потому что придет же импреска, а у меня будут арканцы. Это плюс 60 маны всем в округе. Это прям по кайфу будет. И этот горный вождь еще будет, кстати, перевоплощение сбрасывать шаманов вражеских. Да, в принципе, это кусок мяса, который, ну, нереально много контроля накидывает. Правда, сбить этот контроль легко, но это уже как бы другая речь, правильно? Серьезно? Серьезно, так можно было? Вау! А что это за подарок судьбы? Охренеть! Но мне не хватает все равно одного шамана. Поэтому пока что оставим так. Мне в любом случае необходим дизраптор, как минимум. Так что-то горный вождь у меня не хочет расти. И меня это напрягает. Что, надо в уровень будет идти? Сейчас пока что спешить особо не хочу, хотя надо в уровень, наверное, идти все-таки. 10-й брать. И на 10-м уже как бы кайфовать. Ну да, все-таки, знаете, я... Ну, поспешил с тем, что взял реликвию аптечки. Надо было все-таки взять либо сумку, либо реликвию яиц. Надо было, надо было. Тупанул. Опа, Джакира открыл. Хорошо. Мне еще хочется драконов собрать. Кстати. Я, наверное, вместо горна поставлю, чтобы у меня все-таки в пул баф цвет был, чтобы у меня 3 цвета все-таки никак были с 3 парами раконцами. Чуть как-то неправильно сказал. Чтобы у меня было 3 пары раконцов активных вместо 2. Марси уже в 3 звезды на 9 уровне. О, там дизраптора открыли. Это нам надо. Это мы хотим. Там даже минера нашел он. Опа, винстрик заберу или не заберу? Ну, по-моему, заберу. У меня чен в 3 звезды. Да, заберу, у меня еще и хитрец нереально много урона накинул. Надо будет как-то попробовать хитреца в 3 звезды записать. Если получится, конечно. А то я так, знаете, сейчас губу уже раскатил. Спасибо, сладкий, за винстрик. Спасибо тебе большое. Да не, ну это какой-то мем. Это тупо какой-то мем. Мне нужен волшебник. Пока дизраптора нет, мне нужен волшебник. Еще и шапка сверху. Боже, да не, это игра на шаманах, ребят, 100%. Я ни грамма не жалею на том, что я сейчас играю на шаманах. Горный вождь у меня уже в 2 звезды. Ну, в принципе, плевать как-то на это. Цемочку. Ну, нет, цемочку я, наверное, пока что оставлю. Пусть будет. Так, эти предметы сюда. Мне нужно будет еще найти рок войны для того, чтобы ускорить
по скорости атаки существо, которое суммонит импреска. Подождем пока что на загорного вождя, спешить не буду. Кто вдруг не знает, то Рок Войны работает на иллюзию импрески с ее способности. Я каждый раз об этом говорю, но все равно иногда такие вопросы появляются. Поэтому вот. Когда импреска суммонит свою иллюзию, она увеличивает скорость атаки и, соответственно, длительность этот Рок Войны увеличивает. Это имбовый предмет. Это самый лучший предмет на импреску первого тира, я так считаю. Ай, походу я горного вождя не соберу в 3 звезды. Что-то он очень плохо у меня идет. Интересно, нефритового генерала хотя бы в 2 звезды смогу собрать? Мне бы хотелось собрать нефритового генерала в 2 звезды. Как-никак сильный герой. Закастует свои камни, мало не покажется. Будет классно, если сейчас еще и предмет второго тира упадет. 3 эльфа и 1 шаман. 2 шамана, ладно. Со мной 2 шамана. Не мета, ребята, не мета. Ни грамму не мета, запомните. Обалденно сейчас генерал закинул свои станы. Чисто по 2 мобам стан на 4 секунды. По кайфу. Бесполезный предмет упал еще один. Спел призм не хочу. Но я, наверное, дезолятор возьму. О, ладно. Я зарандомил, короче. Не, это точно моя игра, ребят. Это точно моя игра. Ранее импреска в 2 звезды. Многого стоит. 4 из 9 горный вождь. Пусть сидит пока что. Пусть сидит мой талисманчик, растет. Кому мне шапку эту отдать? Но только... Я просто не хочу отдавать шапку, потому что это все-таки предмет будет 3-го тира. Ну ладно, пусть будет. Пусть будет в хиксе. Как-никак это будет полезно. Хотя тоже получить в импреску, которая перевоплотится в какую-то мощную фигуру, предмет 3-го тира, почему бы и нет. Ну, кстати, сразу в этой игре видно, сколько неметовых сборок. 3 эльфа, 2 шамана. По-любому не мета, ребятки. 100%. Да. Там, по-моему, разработчики в каком-то патче говорили о том, что дублирующиеся предметы не будут появляться у шаманов. Мы верим в это? Мы в это верим. Верим беспрекословно. Еще Зевс. Хорош. Квапа. Квапа, квапа, квапа. Нужна ли мне квапа? Вообще не особо мне нужна эта квапа. Да мне, в принципе, хитрец сейчас уже не особо нужен. Ладно. Пусть будет так. Хитреца продам. Хочу дизраптора. Я хочу дизраптора, чтобы убрать волшебников. И поставить себе тупо 6 шаманов. Без волшебников. Чтобы там у меня поместился горный еще сверху. Будет по кайфу. Оп, дизраптор в 3 звезды сюда. Оп, минерчик. И обезьяна. Правда, ЦМ, который звездочная появилась. Ну, ничего страшного, это монореген. Пусть будет. Испепелил просто беспощадно, минус 30. Ни грамма я сейчас не жалею о том, что я все-таки начал играть на шаманах. Ни грамма не жалею, ребят. Ни грамма. Мне слишком хорошо шли шаманы, чтобы играть не на шаманах. Слишком хорошо. Чисто подстроился под ситуацию. Так, ну вроде бы сейчас правильно раскидал предметы. Все шапки раскидал самые дорогие фигуры. Сейчас получается шаманы в тренде. Да. Шаманы,
волшебники-эльфы через Киримарса, либо антимага, соответственно, с ШД. Инсектоиды, естественно. Нет, тут забей. Сейчас миллиард урона прилетит ему. Ой-ой, а у него 4 хп всего. Ну ладно, минус 37 все равно получай. Earth is shaking. I've one husband, 2 kids, and plenty of hammers. Вкусно, вкусно. Не то чтобы вкусно, но по сути вкусно. Клевер рольнем. Палку. Ну, возьмем палку, возьмем. Пусть будет. Все-таки как... Ну, мне вообще рок войны нужен. Ну ладно. Пусть будет пока что. Даже пока что я себя комфортно чувствую без рога войны. Хотя на самом деле рок войны охренеть как бустит. Так, ну того шамана я должен разорвать, несмотря на то, что у него там... Ну, такие себе шаманчики на самом деле. Игра, кстати, очень быстро может закончиться. Если мне сейчас хорошо попадутся шаманы перевоплощенные, то я прям в изи катку разнесу. Ой, кстати, плохо то, что у меня сейчас там дизраптор стоит в углу. Да, он сейчас перепрыгивать не будет. Да. Кстати, вот шаманчик пришел с Зевсом в 3 звезды. Но мои шаманчики оказались мощнее. Вообще и вынес за один раунд. Сочувствую, сочувствую. Так, реликвия яиц сюда. Квапу. Ты задолбал не расти. Я тебе с 20-го раунда поставил Мамора, у тебя 5 из 9. Ну, что я могу сказать? Единственное, что я могу сказать, это то, что мне сейчас надо эту Мамору уже продавать. Бесполезная Мамора. Объективно. Сейчас, кстати, если реликвия яиц упадет, то можно будет взять реликвию яиц. Тоже будет неплохо. Рейд ночных зверей тоже прикольная тема, но тут просто игра не затянется, скорее всего. Мои противники не настолько сильные, как я. Я их тупо на темпе вынес, дай боже как. Ну давай, реликвию яиц. Потому что рейд ночных зверей мне не нужен. Или сумка пандамена. Одно из двух. О, о, реликвия яиц. Сюда. Хочу Дизрича в 2 звезды апнуть. Почему бы и нет? Я, кстати, если что, палочку Гарри Поттера не закидываю в Дизрича, потому что, не дай бог, активируется палочка Гарри Поттера в Дизриче, и он тогда не закастует свою способность. Неплохо пока что идет. Ребята, у меня есть одна гениальная идея. У меня аж есть реликвия яиц. Че, может попробуем МПС-ку собрать 3 звезды? Это хоть и будет бесполезно, но все же. Давайте попробуем, чисто по приколу. Ну, такая, чтобы уже была добивочная, знаете. Ладно, продаем, короче, квапу. Активируем реликвию яиц, погнали. Так, яйцо есть. Пожалуйста, дай еще 2 яйца. Пожалуйста, 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 2 яйца. Яйцо, яйцо, яйцо. Еще одно, еще одно, еще одно, пожалуйста. Есть! Ну это чисто кайф. Еще и берсерк открыл, кстати. Вот это, конечно, развал. А я их двоих вынес. Ребята, ну это супер скилловая игра была. Ну о чем говорить? Я еще импресску в 3 звезды как добивочную собрал. Стоит ли мне что-то здесь добавить? Да нет, особо и не стоит. На самом деле там, ну, если бы было немного иначе, у меня не было такого лютого темпа, то, скорее всего, они бы могли мне составить конкуренцию. Но из-за того, что у меня был лютейший темп, мне так хорошо шли шаманы, то из-за этого, ну, как бы, вот такая вот ситуация произошла, то, что я так в легкую вынес. Так, ребятки, напишите в комментариях по поводу моих сумбурных мыслей. Я надеюсь, что на контент это особо не повлияло. Ну, такие дни, к сожалению, бывают, когда у тебя, знаешь, 1000 мыслей, ты пытаешься сосредоточиться на том, что ты хочешь
рассказать людям, при этом тебе нужно делать какие-то действия в игре, думать еще в эти действия. Короче, ты делаешь 3 действия одновременно, при том еще и базаришь сверху. И, соответственно, у тебя получается такая тема, что ты эм, в мыслях запутался, что тебе нужно говорить, а что о чем думать. И просто твой рот начинает «д», «не». Не, ну, каточка супер лайтовая получилась. Даже, ну, они могли мне составить конкуренцию, если бы были немного иные предметы у них. Ну, там чел получил раннюю Марси, но по предметам, скорее всего, ему не очень фартануло. Да и, блин, ну, такой темп шаманов, когда у тебя уже на 31-м раунде есть импреска в 3 звезды, а там у меня реликвия яиц активная была, на следующем раунде я мог еще и дизраптора собрать в 2 звезды. По поводу вот шаманов мне часто задают вопросы, какие необходимы предметы. Ребят, я на шаманах особо предмету не ролю, но я скажу свою базу, которую я считаю самой лучшей. Если есть в игре эмпреска, то вы, соответственно, эту эмпреску собираете как керри. То есть вам необходим рок войны первого тира, потому что он суммон эмпрески увеличивает, во-первых, длительность, во-вторых, увеличивает скорость атаки на 100%. То есть это предмет сильнейший под эмпреску. То есть у тебя суммон появляется со всеми твоими предметами, и это все перемножается на скорость атаки на 100%. То есть на скорость... Фу, блин. 100% скорость атаки увеличивается от твоей исходной, то есть которая у тебя там 0,7 было, оп, у тебя будет 0,3 где-то или 0,2 скорость атаки. То есть это самый сильный предмет, сильнее нету под импреску. Плюс еще и длительность на 100% увеличивает. То есть в 2 звезды у тебя импреска будет с иллюзией, которая будет длиться 60 секунд. По кайфу, чисто по кайфу. И по предметам. Ну, рок войны обязательно. Арканцы обязательно, потому что у тебя 3 импрески, они будут использовать арканцы, соответственно, в огромном радиусе это плюс 60 маны. Шаманы кастуют свою способность от 80 маны. И, соответственно, лучше всего делать, когда у тебя шаманы кастуют способность. Но есть момент. Если против тебя чел немножко думает, он может поставить 2 Рики и всех твоих шаманов накрыть сайленсом, то в таком случае лучше использовать блинк. То есть блинк первого тира. То есть вот это вот колечко, которое дает перемещение. То есть любой активный предмет триггерит перевоплощение шаманов. Запомните. То есть либо активация способности, либо, соответственно, любой активный предмет, который будет это триггерить. Шапка первого тира это имба, потому что она дает +1 к ценности продажи. А шаманы будут перевоплощаться, соответственно, в более дорогие фигуры. И вот я считаю, что это самая метовая сборка текущего патча. Несмотря на инсеков, несмотря на волшебников-эльфов. Да, это рандомная синергия, но на ней можно тащить. Если ты грамотно подберешь персонажей, грамотно продумаешь свои действия, прям по кайфу. И когда ты собираешь 6 шаманов, у тебя и предметы перевоплощаются на 2 тира выше. То есть у тебя был предмет первого тира, станет предмет третьего тира. Третьего тира станет предмет пятого тира. В идеале, если у тебя есть дизраптор в 2 звезды, и у тебя упал на 25-м раунде драконий рог, который дает тебе плюс 100 маны пассивочно, то есть это не активный предмет, это пассивный предмет. Он дает тебе просто плюс 100 маны со старта, ты просто берешь и закидываешь дизраптор, у тебя мало ли того, что огромный кусок сайленса на пол карты, ты еще и наносишь урон этим сайленсом, у тебя еще и плюс дизраптор сверху потом начинает сразу перевоплощаться. То есть это прям по кайфу. Ну и в принципе все. Добавить особо и нечего по поводу шаманов. Ну, самое главное понимать то, что шаманы это самая рандомная сборка, которая может в одном моменте тебе развалить без шансов, нанести минус 50 урона, а бывают такие моменты, что ты получишь в табло, хоть у тебя и сильный стол, потому что тебе упадут всякие там леоны, гримтачи, ханы, леши. В общем, вы суть вы поняли. Что думаете по поводу этой игры? Напишите в комменты. Не забудь поставить свой лайк и подписаться, если еще не подписан. И на мой телеграм тоже подпишитесь. Ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.